Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы узнаем, когда использовать switch, а когда if. У меня сразу в коде есть два совершенно разных примера. Один написан через switch, другой через if. Оба этих примера должны быть нам очень понятны. Начнем с первого примера. И в нем мы проверяем роль пользователя. Ну то есть мы проверяем вот эту переменную по таким вариантам, как админ, юзер, гость, ну и дефолт, если ничего не дало true. И исходя из того, какая роль пользователя, мы выводим в консоль соответствующее действие. Если нам нужно строго сравнить переменную с разными вариантами, то мы точно используем switch. Как, например, в этом случае у нас есть переменная, и мы строго сравниваем ее с вариантом admin, user, гость. Именно switch идеально подходит для таких случаев. Давайте лучше еще раз. Мы switch используем тогда, когда нам нужно строго сравнить какую-то переменную с разными вариантами. Во всех других случаях мы используем if. Рассмотрим другой пример. Вот этот. Оно также должно быть вам очень понятным, и мы в нем сравниваем вот эту переменную score. Узнаем, какое значение в нем находится. Если больше 90, то А, больше 70 Б, больше 50 С. Ну и во всех остальных случаях вот такой вариант else. Если я в логике вижу, что используется больше или меньше, то это прям яркий признак того, что такая логика пишется через if. С помощью if мы пишем почти все условия, кроме одного исключения. Если в логике нам нужно одну и ту же переменную сравнивать с разными вариантами, то именно в этой конструкции нам нужно использовать switch. Чтобы лучше закрепить, как это работает, ну что где использовать, сделаем две задачки. Начнем с первой. У меня уже под нее есть HTML структура. Я ее сейчас раскомментирую. Во. И в JS также у меня уже есть все подключенное. Тоже нужно раскомментировать. По задаче что мне нужно сделать? При клике на кнопку вывести в div звук, который издает данное животное. Там если кошка мяу, если собака гау, если рыба там буль-буль. По контексту этой задачи мы уже должны понимать, как именно нам написать данную логику. Ну а точнее с помощью чего. Попробуйте сами сказать, что тут подойдет нам идеально. Switch или if. А я через пару секунд скажу ответ. Правильный ответ это switch. Так как нам здесь нужно строго сравнить с такими вариантами, как кошка, собака или рыба. Ну что ж, приступим к решению. Начну с того, что в теле функции напишу switch и буду сравнивать наше выбранное значение с первым вариантом. Первый вариант возьму из HTML, это cat у нас. Давайте лучше, знаете, я вот так вот все заберу, сюда перенесу и пропишу сразу же все условия, которые мне потребуются. Значит, первый кейс это cat. Ну, поэтому я так и ставлю cat. Две точки это мы открываем тело. И в теле пишем следующее. Если это кошка, то выведи на страничку M. Ну, мау. Будет так у нас. Далее делаем break, что означает конец команды. Копируем это действие два раза, потому что у нас в общем три случая. Под случай собака, под случай рыба. Ну, теперь это можно удалить. Если собака, то гав, если рыба, там, бул-бул. Пусть так будет.
Окей. По факту это уже полноценный ответ, где мы сравниваем наше выбранное значение в свече под разные варианты. Проверяем, как это работает. Клик мяу, собака гау, рыба тоже дает свой ответ. Отлично. Можем переходить к следующей задаче. Для нее у меня также есть готовый HTML. Вот он. Я его раскомментирую вот таким образом. И мы можем сразу же еще подключить всю логику, которая нам потребуется. Также написал ее заранее, мне нужно только раскоммитить. Видите, я раскоммитил и сразу же вижу в консоли ошибку. Давайте перед началом второй задачи разберем, в чем ошибка. Я читаю и вижу строчка 70. Значит, на ней у меня что-то не так. Это вот эта строчка. Вчитываюсь и вижу следующее. Null setting on input. Как это читать правильно? По факту здесь сказано то, что слева от слова on input у нас null. То есть слева от on input у нас input 2. И вот эта штука, эта переменная, равняется null. Значит, у меня ошибка возникает где-то вот здесь. Дальше. Вспоминаем, что означает null. Null означает «не существует вообще». Хорошо. В данном случае это говорит мне о том, что тега вот с таким классом не существует вообще. Я перехожу в HTML. Действительно, i2, а у меня i1. Это ошибка. Корректируем. И все заработало. Ну, ошибка пропала. То есть вы видели, как, исходя из контекста ошибки, мы сразу поняли, в чем дело, и легко смогли это исправить. В процессе обучения мы также будем это разбирать. Я даже сделаю отдельный плейлист, где буду рассказывать про разные варианты ошибок и как их читать правильно. Но это уже чуть позже. Вернемся к задаче. Задача будет такая. Я буду в это поле ввода вводить какое-либо число. И после этого буду его сравнивать. Находится ли оно в диапазоне между 5 и 10. Если мое вводимое число находится в этом диапазоне, я вывожу good. Если вне диапазона, то no. То есть правильные цифры под good это 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все остальные нам не подходят. И тут тоже начинаем думать. Значит, нам нужно число, которое будет больше 5 и меньше 10. Исходя из контекста задачи, мы сразу можем сказать, что это точно if. Как минимум потому, что тут будет использоваться больше, меньше. А такое умеет именно if. Приступим к решению. Ответ буду писать в теле функции и сразу поставлю if. Буду сравнивать наше входное число с тем, больше ли оно, чем 5. Вот так. Также не забываем сразу число преобразовывать в number. Ну, точнее, входные данные из инпута в number с помощью плюсика. Вернемся к логике. И наша задача в чем? Нам нужно узнать, больше ли оно, чем 5. И также, что оно меньше, чем 10. Значит, я тут сказал по факту два условия. Больше, чем 5, меньше, чем 10. Если мне нужно прописать сразу два условия, то я в if использую что? Специальный вспомогательный оператор, который позволит мне написать несколько условий. В данном случае мне тут идеально подойдет оператор и. И прописываем второе. Также это число должно быть меньше 10. Окей, если наше число больше 5 и меньше 10, то if отработает, то есть он будет true, и я смогу в наш дивчик вывести результат, а именно слово good. Также сразу добавим else, если оно не находится в этом промежутке, то я буду выводить слово no. Это будет вот таким образом выглядеть. Что ж,
Также наша задача решается здесь с помощью onInput, то есть без кнопки. Это говорит о том, что я буду делать это сравнение при вводе любого символа в это поле ввода. То есть мы начнем, я вписываю 8, сразу good. Дописываю семерку, сразу no. Видите? Напоминаю, что onInput работает таким образом, что он вызовет вот эту функцию при любом изменении в инпуте, а именно при любом нажатии клавиши. То есть я нажал просто 2 и все, сразу отработало. Затер что-то, тоже отработало. Работает максимально быстро при любом изменении внутри поля ввода. Также сразу по контексту мы видим, что задача уже сделана верно, видите, моментально реагирует, все работает как нужно. Впишу 10, это good, 11 это no. Отлично. Хочу вас поздравить. Мы на финале второго модуля. Все материалы, которые нам нужны были, мы уже прошли. И осталось только их закрепить. То есть следующие 5 уроков это контрольные по этим материалам. Желаю вам удачи в их выполнении. Надеюсь, вы легко с ними справитесь. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Контрольная в описании под видео.